Привет всем, меня зовут Надя, добро пожаловать на мой канал о вязании. В этом видео я хочу связать прямоугольник узором ротанг. На моем канале уже есть этим узором связанный квадрат, есть сумка связанная по кругу, и вот в этом видео я буду вязать прямоугольник. Вязать я буду из трикотажной пряжи Бисквит. У меня этот цвет, по-моему, был хурма. Это остатки от какого-то проекта. Откладываю от начала клубочка небольшой хвостик. Этим хвостиком я буду маскировать свой начальный ряд. Беру дальше нить, беру крючок номер 8 и набираю цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель в этой цепочке задаст разницу между стенками вашего прямоугольника. Я наберу 10 воздушных петель. 10 воздушных петель у меня готово, и дальше я перехожу уже к первому ряду своего узора. Снимаю крючок с первой воздушной петли и меняю направление вкалывания крючка. Заметьте, петля, вообще старайтесь класть нитку лицевой стороной наружу, чтобы было красиво. В данном случае у меня петля лежит красивой стороной наружу. Снимаю крючок, вставляю крючок с задней стороны, подхватываю рабочую нить, а вот рабочая нить всегда лежит швом кверху. И делаю первую подъемную петлю на следующий ряд. Завершаю это движение еще одной воздушной петлей. Данная петля у меня первая подъемная на следующий ряд. И в эту же точку, откуда она выходит, я делаю еще одну петлю. Уже начинаю вязать своим узором. Снова вставляю крючок, подхватываю нитку, снимаю петлю с крючка, вставляю крючок в противоположное направление, одну петлю через другую. Завершаю этот стежок воздушной петлей. В следующую точку опять кладу красиво нить на палец. Точнее, нить я кладу разрезом вверх, но чтобы при вязании у меня красивая сторона вышла наружу. Подхватываю нить, снимаю петли, все это придерживаю пальцами левой руки, вставляю крючок с противоположной стороны и завершаю воздушной петлей. В следующую точку вяжу по одному стежку до самого последнего звена. Дошла я до последнего звена. Это не узелочек, это у меня всегда последнее звено. И в эту точку я делаю 4 таких стежка. Смотрите, вставляю крючок в последнюю точку, подхватываю рабочую нитку, вывожу ее, меняю петли на крючке, делаю воздушную петлю. В эту же точку второе звено, второй стежок делаю, опять меняю петли на крючке, воздушную петлю. Третий стежок, все в эту же точку. Опять меняю петли, воздушную петлю. И четвертый стежок опять в эту же точку. Теперь мне нужно обвязать эту цепочку в противоположную сторону. Точно так же делаю по одному стежку в каждое звено, чтобы мои стежки были противолежащими вот этим стежкам. То есть опять вставляю крючок в те же самые точки, подхватываю рабочую нитку, меняю петли, делаю воздушную петлю. Опять ту же самую точку, куда я делала противолежащие стежки, меняю петли на крючке, воздушная петля. Прохожусь так вот до самой моей первой точки. Из этой точки у меня уже выходят 2 стежка. Их мы сделали в самом начале.
И сюда мне нужно сделать еще 2 стежка, чтобы было симметрично вот этому углу. Вставляю крючок в эту точку, подхватываю рабочую нитку, укладываю нить красиво и меняю петли на крючке. Воздушная петля. Опять в эту же точку. И этот стежок будет последний в этом ряду. Здесь я не буду совершать его воздушной петлей. Каждый последний стежок в узоре ротанг я не совершаю воздушной петлей. То есть я просто вытаскиваю вот этот стежок и дальше одну петлю через другую. Дальше делаю соединение ряда. Здесь нахожу вот эту одну нитку. Вот она, ее очень хорошо видно. Смотрите, завожу крючок с изнанки на лицо, подхватываю открытую петлю, вывожу ее на изнанку. И вот теперь завершаю ряд воздушной петлей. Первый ряд готов. Если какие-то стежки у вас лежат некрасиво, как, например, вот этот у меня, я могу его всегда поправить, либо здесь же, тут же, в этом же ряду, либо уже по окончании вязания поправляю стежки так, чтобы они легли все нужной стороной, красивой стороной наружу. И перехожу к вязанию второго ряда. Делаю на шаг вперед первую петлю, то есть вот сюда, получается, на меня, вот в эту точку. Также эта точка будет являться углом. Вот они углы. Видите, у меня здесь 4 петли из одной точки, вот один угол, вот второй угол. Мы же делаем четырехугольник, и здесь точно так же. Вот один угол, вот второй угол. Соответственно, в углах на узоре ротанг мы делаем по 2 стежка. Вставляю крючок между вот этими стежками вот сюда. И сейчас покажу, как он должен выйти с изнаночной стороны. Так. Видите, вот так он должен выйти. То есть здесь тоже между вот этих вот двух ниток. Вот я вам с этой петлей покажу. Да, вот видите, у каждой петли будет 2 нитки, и крючок должен будет выйти между ними. Подхватываю рабочую петлю, вывожу ее, укладываю нить красиво, меняю петли на крючке, делаю воздушную петлю. В эту же точку делаю второй стежок. Прям туда же. Вывожу опять. Меняю петли, одну петлю через другую. Воздушная петля. Дальше вяжу по одному стежку в каждое вот это пространство между стежками предыдущего ряда. Здесь все просто. Вот у меня выходит крючок, как я и говорила, между двумя вот этими нитями. Подхватываю рабочую нитку, вывожу. По одному ротанговому стежку до следующего угла. Я дошла до второго угла, и в этот угол я опять делаю 2 стежка в одну точку. Точно так же вставляю крючок в угол, меняю петли, одну петлю через другую, воздушная петля. В эту же точку второй стежок, опять вставляю крючок, опять подхватываю рабочую нитку, вывожу ее и меняю петли на крючке, не забываю про воздушную петлю. Дальше у меня одиночная петля. Угол будет следующий, вот он. Это еще одиночная петля. Сюда делаю одиночный столбик. Снова меняю петли, провязываю. А вот дальше я делаю уже 2 петли опять в одну точку для формирования третьего угла. Меняю петли,
провязываю. И опять меняю петли. Опять провязываю. Углы во втором ряду у меня почти готовы. Остается сделать еще один угол. Вот его точка. И вяжу по одному стежку до самого последнего, до 4-го угла. Я дошла до 4-го угла, и сюда точно так же, как на предыдущих 3, я опять делаю 2 петли в одну точку для формирования угла. Раз. И 2. Последний стежок мне остался в этом ряду. Вот сюда он делается. Вот в это пространство. Здесь идет одинарная петля. Меняю снова петли. Воздушную петлю в последнем стежке я не делаю. Завожу крючок с изнанки на лицо. Вот под эту петлю. Подхватываю открытую петлю. Вывожу ее на изнанку, подтягиваю петельку и делаю воздушную петлю подъема. И фактически второй ряд у меня готов, и дальше я вяжу 3-й ряд. В принципе, все остальные ряды будут вязаться по одинаковому принципу. Вот они углы, их уже видно. Углы — это вот эти галочки. Вот она. 1 галочка, 2 галочка, 3 галочка, 4 галочка. Начинаю я ряд, я оказываюсь сразу у своего первого угла, и в эту точку я делаю сразу 2 петли. То есть во всех остальных рядах я просто делаю по 2 петли вот в эту галочку. Сейчас я вставлю. Вот так выходит крючок с изнаночной стороны. И вот с лица я его завожу между вот этими 2 стежками. Подхватываю рабочую нитку, стараюсь уложить ее на пальце, она лежит срезом вверх, а когда я ее подхватываю, она переворачивается и становится гладкой стороной наружу. Меняю петли, воздушную петлю, поправляю. В эту же точку 2-й стежок, снова меняю петли. А дальше по одному стежку между ротанговыми стежками предыдущего ряда до следующего угла. Вот так опять выходит крючок с изнаночной стороны. И вот так с лица. Поправляю нить на крючке, меняю петли, провязываю. Вяжу до 2-го угла. Дохожу до следующего угла, и в эту точку опять делаю 2 стежка для формирования угла. Слежу за тем, как выходит крючок с изнаночной стороны. Укладываю дальше нитку на крючок. Точнее, сначала на палец, а потом на крючок. Так. Поправляю ее. Меняю петли, завершаю стежок воздушной петлей. Опять в эту же точку 2-й стежок. Делаю 2-й стежок в эту же самую точку. Поправляю нить на пальце. Вывожу петлю. Меняю петли, одну петлю через другую, завершаю воздушной петлей. Дальше вяжу опять по одному стежку до следующего угла. Это будет уже 3-й угол. И получается, у меня должно быть 2 одинарных стежка между 2-м и 3-м углом. Так.
вот сюда. В этот угол снова делаю 2 стежка. Раз. И 2. Дальше вяжу по одному стежку до 4 угла, затем опять в углу делаю 2 стежка вот в эту точку, и затем здесь завершаю ряд, снова 2 одинарных стежка и делаю соединение. И смотрите, все остальные ряды будут вязаться по этому принципу. Здесь угол уже четко виден, вот один угол, вот второй, вот третий и вот он четвертый. То есть просто в углах делаем по 2 петли, а во всех остальных точках мы вяжем по одному стежку. Опять 2 петли, здесь по одному стежку, здесь 2 петли по одному, и здесь 2 петли. То есть в каждом ряду у нас число ротанговых стежков будет просто увеличиваться на 4. Четвертый ряд я тоже закончила. И смотрите, я хочу замаскировать вот эти вот отверстия, которые у меня образовались в самом первом ряду. Помните, мы откладывали здесь хвостик, и вот я вставила этот хвостик в иголку, и дальше просто зашью эти отверстия. Вставляю иголку с ниткой сначала вот в эту точку. Смотрите, вот идет у меня 2 петли, и вот еще 2. Помните, я здесь выходила из этой точки 4 петли. То есть я вставляю крючок между 3 и 4. Иголку я вставляю, конечно же. Вытаскиваю. Этот шов будет больше декоративный. Поправляю нить, чтобы она легла красиво. И дальше вот так вот прокладываю стежок. То есть вставляю иголку уже между первым и вторым стежком из этой точки. Вот сюда. Поправляю нить, чтобы она легла красивой стороной наружу. И дальше прохожусь так по всему ряду. Вставляю крючок, иголку вот сюда, вот в эту точку. То есть там на изнанке она проходит по диагонали нить. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, вот она как прошла на изнанке. И возвращаю опять в точку сверху. То есть как бы я имитирую ротанговые стежки своей ниткой. Вот так. Опять поправляю нить, чтобы она легла красиво. В трикотажной пряже это особенно важно. В следующую точку. Опять с обратной стороны нить проходит по диагонали. Сейчас опять покажу. Вот она. Видите? Вот у меня уже 2 диагональных стежка. А вот так с лицевой стороны она проходит. А с лицевой стороны, соответственно, я делаю вертикальные стежки. Единственное, что не забывайте поправлять нить. Теперь вот в эту точку. Ну и так прохожусь по всему своему вот этому первому ряду. Маскирую отверстия, все некрасивые места. Маскирую хвостиком. И получается довольно красиво. Вот смотрите, прохожусь вот до этой точки. Последний стежок должен точно так же сомкнуть вот эти 4 стежка, которые у меня выходят из одной точки. Здесь он немножко смялся, один стежок, его не очень хорошо видно. Вот они, раз, два, три, 4. Точно так же по диагонали делаю стежок на изнаночной стороне, вставляю иголку между первым и вторым стежком, вывожу нитку. Поправляю нить так, чтобы она легла красиво. И вставляю иголку между 3 и 4 стежком. 3 и 4. Вот они. Вот сюда вставляю иголку. Поправляю нить. Затягиваю.
Вот так. Вот такая получается деталь. Видите, ряд красиво стянулся и замаскировался. Ну и в принципе дальше продолжаю вязать на нужный мне размер, делая просто по 2 петли в каждом из углов. Провязала я еще несколько рядов узором ратанг для прямоугольника, для большей наглядности. И посмотрите, что получается. Вообще, мне кажется, этот узор идеально подходит для прямоугольников и для квадратов. Видите, они абсолютно идеальные. Они никуда не косят, они не кривятся. Его даже можно не гладить. Мне очень нравится, как получается прямоугольник этим узором. Для чего может использоваться такой прямоугольник? Ну, во-первых, это может быть донышком вашей корзинки. То есть в один прекрасный момент вы перестаете делать прибавки и дальше этим же узором, ратангом, начинаете поднимать стеночки на нужную вам высоту. И у вас получится отличная корзинка. Я вам дальше покажу пример такой корзинки. Возможно, если здесь набрать большее число петель, я имею в виду воздушную цепочку петель, которую мы набирали в самом начале, да, то можно даже сделать какой-нибудь клатч, там как-нибудь свернуть его красиво. Не знаю, здесь уже нужно разрабатывать модель, нужно фантазировать, да, ну, как применение, я думаю, все возможно. Так, теперь корзинка. Я сделала уже, я, правда, сделала сумочку, а не корзинку, да, я сделала вот здесь вот прямоугольник. Вот он, мой ратанговый прямоугольник. Несколько рядов я провязала. Потом я бросила делать прибавки. Здесь у меня, по-моему, сейчас скажу, 6 петель было в начале. Да, я бросила делать прибавки. Перешла на стеночки. Связала несколько рядов стеночек. И точно так же сделала крышку. Опять связала точно такой же прямоугольник. Узором ратанг. Такое же количество петель, такое же количество рядов. Затем бросила делать прибавки, перешла на стеночки, связала. Ну, наверное, здесь ряда 3 здесь связано, да. И у меня получилась такая крышка. Вставила я молнию. Вообще у меня это чехол для фотоаппарата. Давайте я его открою. Для самых любопытных. Тут на самом деле внутри ничего особо интересного нету. Здесь просто молния. Каких-то особых внутренностей нету. Кому интересно, как я пришиваю молнию, вот. Просто пришила руками молнию по краю. Вот такой вот у меня чехольчик для моей камеры. Здесь, кстати, эти 2 детали сшиты. Вот в этом месте мне не очень нравится, как получился этот шов. Над этим моментом я еще буду работать, но для себя пойдет. Если вам понравилось это видео, то не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал. Также у меня есть один вопрос. Я это видео снимала при искусственном освещении. И напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам качество этого видео, достаточно ли было света, или может быть наоборот, было света слишком много, или может быть как-то не очень удобно вам было смотреть, потому что обычно все свои видеоролики я снимаю при солнечном свете, а вот это я снимала под лампой. Да, и если оно вам не понравилось именно по своему качеству, потому как оно снято, потому как упал свет, если свет ложится плохо и нечетко видно петли, то мне очень важно это знать. Спасибо еще раз за внимание. Пока-пока.